Рассказ называется «Пушок». Егерь Максим – мой старый приятель. Он научил меня разжигать костер в дождь и в ветер, незаметно подходить к изюбрям, снимать, не порезав шкуры, с медведей и волков, ставить капканы. Много чему он меня научил. Для Максима, казалось, не было ничего дороже тайги. Как-то осенним вечером Максим зашел ко мне домой. «Мне надо зимовье подремонтировать, одному несподручно. Вот и зашел к тебе. Может, поможешь?» «Конечно, без проблем». «Так, ничего с собой не бери, у меня все припасы уже сложены в мешке», — сказал Максим. Утром следующего дня мы выехали на рассвете. Миновали совхозные поля с пшеницей, тронутые первыми заморозками, и через 2 часа езды по неровной таежной дороге начали подниматься на перевал Медвежий. В кабине ГАЗ-52 было далеко не до комфорта. Сзади были кирпичи, мешки с цементом, песком и провизией, ящики с инструментами и гвоздями, бензопила и прочие нужные для ремонта зимовья вещи. И даже на переднем сиденье, которое я занимал, ногам моим мешала норка, молодая лайка, подаренная Максиму за хорошую работу. Сначала собака лежала неподвижно, осторожно поводя носом и принюхиваясь к моим сапогам, но постепенно обвыклась и, разморенная жарой от включенной печки, нашла более удобное для себя место у меня на коленях. Мотор натянуто выл на высокой ноте, пока мы взбирались по серпантину на вершину сопки. Вот дорога стала ровнее, запетляла вниз, и мы увидели стоящее над тайгой солнце. Лучи его пробили голубоватую дымку, растопили туман в распадках. Сверкали радужными искорками на росистых кустах и травах. Отсюда, с высоты перевала, безбрежное лесное море напоминало мягкий волнообразный ковер по-осеннему нарядной расцветки. Желто-красными, оранжевыми пятнами на зеленом фоне выделялись желтеющие лиственницы осины и берез. У лохматой ели, поваленной бурей на краю обрыва, Максим тормознул. Мы вышли из машины, Максим поднял капот, стал возиться в моторе. Лайка, выскочившая вслед за хозяином, сразу скрылась в чаще, откуда вскоре послышался ее громкий нетерпеливый лай. «Белку не иначе нашла», — прислушался охотник и стал звать собаку. Та прибежала вскоре в радостном возбуждении, послушно заскочила в кабину, и мы поехали дальше. «Умная псина», — погладил ее Максим. «Посмотришь в глаза, но чистый человек, только говорить не умеет, и характер у собак тоже, как человеческий, по-разному проявляется. Вот только верности такой собачьей нам, людям, не всегда достает. Взять одного моего знакомого. Бил собаку, колотил, на цепи впроголодь держал, а не предала хозяина, с медведем сцепилась». Слушая Максима, не заметил я, как добрались мы до таежного поселка Лесорубов, откуда до зимовья оставалось меньше часа езды. «Зайдем в магазин», — сказал Максим, притормозив у крыльца деревянного дома с вывеской «Надежда». «Хлеб здесь продают особенный, своей выпечки, как домашний». И верно. Буханки на прилавке лежали большие, с зажаренной, хрустящей корочкой. Нажмешь на такую булку, она ходуном ходит, один запах душистый чего стоит. Купив хлеба, мы направились к машине. Максим уже взялся за ручку дверцы, когда внимание его привлек пес, вылезший из-под крыльца. Серая, вываленная в пыли шерсть не скрывала выпеченных ребер. Собака равнодушно глянула в нашу сторону и побежала за женщиной, вышедшей из магазина с большой сумкой. «Шла вон!» — резко обернулась женщина, норовя пнуть собаку. Собака увернулась и, отбежав в сторону, завыла жалобно и одиноко. Тут подбежал мальчуган, запустил в нее коркой хлеба. Она кинулась на нее, жадно принялась мусолить, помогая передними лапами. Пасть собаки, неестественно открытая, показалась мне странной. «Да ведь это Пушок!» — воскликнул Максим. «Ну, конечно, он!» «Иди сюда, Пушок!» — позвал он собаку, торопливо отламывая от пышной, еще горячей булки большой кусок. «На, Пушок, бери!» Некоторое время собака, словно с удивлением, смотрела на незнакомца, потом, поджав хвост, приблизилась. Видимо, ее часто здесь обижали, но голод взял верх над осторожностью. Почти выхватив кусок из рук егеря, пес стал как-то неумело есть, катая хлеб во рту языком, давясь и кашляя. «Не спеши, Пушок, вот ешь», — подал он собаке еще ломоть и сокрушенно вздохнул. «Надо же,
как дошел бедолага. В чем только душа держится. Как ты забрел сюда, а, Пушок? Насытившись, пес подошел к Максиму, лизнул ему руку. Приветливо вильнул хвостом. «Ну что, узнал, да?» – ласково потрепал его по загривку егерь и обернулся ко мне. Отменный был пес. Наверное, отстал от хозяина и бродит беспризорно по чужой деревне. Смотревшись, я понял. У собаки не доставало передних зубов, а искривленная нижняя челюсть не совмещалась с верхней. «Завезем Пушка к пчеловоду Кукляеву. Это его собака», – сказал Максим. «Вот он обрадуется. Правда, круг придется сделать, ну да ничего. Заодно медом побалуемся. На 700 тысяч нынче он меду сдал. Найдет и нас угостить чаем». Пушка мы кое-как впихнули на кучу мешков и, взволнованные происшедшим, продолжили путь. С Ленькой Кукляевым белковали прошлую зиму вместе, начал рассказывать Максим, ловко объезжая по дороге промоенные от дождя камни, толстые сучи, сбитые ветром с нависших над нами кедров. Пчеловодом работает, а тоже, вроде тебя, заядлый охотник-любитель. Уж и не знаю, остался бы Ленька жив-здоров, если б Пушок не выручил его. Егерь, не оборачиваясь, протянул руку назад, нашел голову собаки, потрепал за шею. Ленька тогда новую лайку приобрел, чистокровную. Все хвалился Ленька. Вообще, между нами говоря, пластун Ленька страшный, да и жадноватый еще. С ней, говорит, хоть куда. Не то что на белку, на кабана пойдет. А этого беспородного Пушка все на цепи держал, в лес не хотел брать. Дурным его считал. Пушок, слыша свое имя, навострял уши, внимательно глядел в глаза егерю. Собрались мы по первому снежку белковать. Лайку с собой взяли, продолжал Максим. Ружье, понятно, дробью зарядили. Было у меня в подсумке несколько патронов с пулями, на всякий случай. Тайга все-таки. Да как бы знать, где упасть. В горячке и не вспомнил о них. Идем, стало быть, распадком. Километра 3 от зимовья ушли. Вдруг, глядь, Пушок догоняет нас. Язык высунул от бега, без ошейника, оборвал или стащил с головы. И рад радешенек, что вырвался на свободу. То возле нас прыгает, лает, то как угорелый по кустам носится. Не понравилось Леньке его беготня. Чуть не пристрелил со зла, да я удержал. Пусть, говорю, порезвится хоть раз в жизни, а Ленька сердится, не унимается. Он кричит, нам всю обедню испортит. На силу успокоил я его. А Пушок туда-сюда, рябчика поднял на выстрел. Белку посадил, облаял. Советую Леньке. Ты, мол, иди со своей знаменитой лайкой, а я с неучем пройдусь. Куда же его теперь девать? В полдень сошлись, как и условились, в Медвежьей паде, у того места, не помнишь, соль изюбром сыпали. Посчитали трофеи. Я 3 рябчиков сшиб с помощью Пушка, а белок больше 10 добыл. А Леньке и показать нечего. Одну белку подстрелил, да и ту лайка истрепала, без хвосту ему отдала. Сидим, значит, молча обедаем. Вокруг посматриваем, не мелькнет ли где белка. Тут Пушок и кинься к толстому заломышу кедру. Схватил Леньку ружье, побежал за собакой. Вертится он вокруг ствола, никак белку увидеть не может. А Пушок весь излаялся, аж до хрипоты. Я даже подумал, что-то больно рьяно лает. Леньке бы поглядеть на заломыш, весь ободранный медвежьими когтями, да где там в азарте. Решил, что где-то за сучком притаилась белка, и вздумал шугануть ее. Стукнул несколько раз валеженный по стволу. Оттуда как посыплется труха, пыль столбом, снег и дикий рев. Пока я сообразил, что к чему, крепко помял Леньку медведь. Оказалось, медведь в дупле, в заломыше сидел, берлогу там себе устроил. Бегу к ним, а с перепугу не знаю, что делать. Понимаю, стрелять надо, да дроби по медведю все равно, что по стене горохом. А про пули забыл. Сколько раз ходил на медведя, страху не испытывал. Может, потому что зверь на меня шел, а здесь он товарища терзал. Оторопь взяла, не соображу никак, чем помочь. Не оттаскивать же его руками. Стою, что-то ору, а в снегу сплошной клубок. Не поймешь, где медведь, где Ленька, где собака. Как стрелять, хоть бы дробью, человеку угодишь. Лайка, та, которая новая, я успел заметить сразу, с визгом убежала. А Пушок повис на медведе, рвет сзади за штаны, отвлекает на себя. Это рассказывать долго, а все длилось какие-нибудь секунды. Рявкнул Мишка и ходу, напрямки через бурелом. Я выстрелил по нему и к Леньке. Жив ли? Смотрю, вскочил, ружье свое затоптанное в снегу ищет. Руки, лицо изодрано,
Куртка суконная распорота на боку. Ну, думаю, отделался-то братец легким испугом. Неизвестно, чем бы все закончилось, не вцепись Пушок в медведя. Гималайский был медведь, с белым галстуком на груди, да злой очень. Пушок тогда, видимо, и пострадал, нетерпеливо перебил я Максима. На него в первую минуту не обратили внимания. Потом вижу, снег покраснел и вся морда собаки в крови. Как мотнул медведь лапой, так и снес ей когтями зубы. Не надеялись, что выживет, а он выправился. Такая история вышла. Машина остановилась у тесовых ворот большого деревянного дома, крытого железом. Егерь бережно вытащил собаку, опустил на землю. «Приехали!» – объявил он и толкнул калитку. Во дворе блестел новенький УАЗ Патриот. Чуть дальше виднелись добротные сараи, кирпичный гараж, амшайник с ульями. «Принимай гостей, Ленька!» – крикнул Максим, вышедшему навстречу хозяину. В том, как снисходительно улыбнулся пасечник, чувствовались самодовольство и уверенность в себе. К нашему удивлению, Кукляев не выразил восторга забежавшему в знакомый двор Пушку, а крепкая и широкогрудая Лайка с коротко торчавшими ушами и туго закрученным хвостом вздыбила шерсть и глухо зарычала. Она была готова броситься на исхудавшего, боязливо прижавшегося к егерю Пушка. «На кой леший вы его привезли?» – пробормотал Ленька. «Толку-то от него. Ну ладно, пусть посидит до поры до времени здесь». С этими словами хозяин затащил Пушка в сарай и задвинул тяжелый засов. «А говорил, кашу манную для него варить будешь за то, что спас он тебя», – несколько обескураженный таким приемом сказал Максим. «Вы по делу или так?» – спросил Кукляев, сделав вид, что ничего не слышал. «Что ж ты, нас и чаем не угостишь?» – не унимался егерь. Радушно принимая в своем зимовье всякого заплутавшего в тайге человека, он наивно полагал, что и его должны встречать подобным образом. «Валя!» – позвал Ленька полную, как и он, круглолицую женщину. «Накрой на стол. Проходите в дом, сейчас чайник поставлю», – сказала хозяйка таким тоном, что мне, откровенно говоря, расхотелось заходить в дом. Но Максим, не смущаясь отсутствием особого расположения к нежданным гостям, ободряюще подмигнул мне и зашагал вслед за хозяйкой. Ожидая, пока накроют на стол, я от нечего делать стал рассматривать обстановку в доме. Современная дорогая мебель, стены увешаны коврами, огромный плазменный телевизор, на полу тоже большой ковер, полки серванта заставлены сервизами и хрусталем. Валентина принесла чайник, 2 эмалированные кружки, несколько сухих бубликов и старый с отбитым носиком заварник, а разлила чай по кружкам, придвинула к нам. «Пейте на здоровье, что ж метку не подала?» – нарочито строго прикрикнул на жену Леня. Валя засуетилась, погремела тарелками на кухне и вернулась с деревянной плошкой, до середины наполненной медом. «В достатке живете», – простодушно заметил Максим. «Ничего, не жалуемся», – с достоинством ответил Леня. «Вот зимовье еду ремонтировать, да к тебе по старой дружбе заехал. Кстати, овчина моя жива? Помнится, ты обещал мне сшить, не забыл?» «Помню, как же. Только овчина-то негодная оказалась. Плохо выделана. Я тебе другую шкуру подыщу. Недельки через 2 готовы будут». Попив чаю, мы двинулись дальше, торопясь поскорее добраться до зимовья и сварить там наваристый супец. «Ну и жмот же этот Кукляев», – пробурчал егерь, когда мы отъехали от поселка. «Почти весь октябрь мы пробыли в тайге. Подвели новые балки под сруб, перестлали пол, крышу, сложили печь, законопатили стены. По дороге домой вновь завернули Кукляеву за унтами. Не приглашая нас в дом, хозяин вышел за ворота с парой сапог, голенища которых были подбиты серым, до боли знакомым мехом Пушка. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на мой канал.